вчера пробовали пад-тай за 150 бат на пляже. Была огромная порция. 2 раза больше, да, чем это? Да. А сегодня у нас пад-тай за сколько? За 55. За 55. Вот сейчас Людмила нам скажет свой вердикт. Ну, во-первых, меньше порций, во-вторых, здесь яйцо какое-то. Давай снимем поближе. Да, давай. Сколько креветок посчитай? 1, 2, 3. Всего 3 креветки. И все, и больше ничего нет. Ну, я и заказывала с креветками. Надо было с морепродуктами, наверное, заказывать. Нет, тот однозначно вкуснее. Но это какой-то привкус непроваренных морепродуктов, не знаю. Рыбой какой-то прям. Отдает чем-то, да? Ну вот, друзья, такие вот дела у нас. Столовка подкупает своими ценами, но... Качество оставляет желать лучше. Так что, если хотите настоящий пад-тай, лучше идите куда-нибудь в другое место. На ресторан. Или в Макашницу. Мы еще не пробовали, кстати, надо попробовать в Макашнице пад-тай. Думаешь, там вкусно? Не знаю, традиционно. Но я хочу попробовать на разочек. У нас после сравнения еды пад-тая теперь сравнение уже массажа. 3-й массаж у нас сегодня. Ног. Нашли опять за 200 бат. Сейчас попробуем. У нас личный салон сегодня. Только для нас двоих. Больше никого нет. Закоулки в каком-то нашли, куда никто не ходит. Рядом есть за 390, а это за 200. И никого народу. А где-то вообще не хотят делать. Ноги. А она типа только ноги отказалась сделать? Хочет весь Мне делать? кажется, только ноги отказались делать. Странные какие-то. Ну, короче, сходили на 3-й массаж, долго что-то искали. В одном месте вообще нам не захотели ноги массировать, в другом 250, в третьем вообще 390. Ну, никаких заборов нашли за 200. Вот этот. А там, да. А они такие, короче, сидят, что-то жрут, едят. Мы их отвлекли от еды, короче, и они такие, не вполне довольны. Так, на 3 с минусом сделали нам массаж. На 15 минут раньше, ничего не 60 минут. Тебе понравилось? Ну, ничего, я бы так сказала, что она, конечно, второй раз, когда мы делали, вот второй массаж, был самый лучший. Но это такое. Она, в принципе, неплохо промассажировала там. Не, мне вообще не. Без эмоций. Как Без бы. эмоций. Да. Не вау-эффект. Все, Так что, вот так. да. 3-й массаж. 3-й лучше можно не ходить. Вот Ну, что. сюда никто и не ходит, только мы и один мужик пришел на массаж с окончанием. Ушел на 2-й этаж. Ни слуху, ни духу от него. Так что имейте в виду, здесь так, все ленивые девчонки. Ну все, мы пошли дальше гулять. Сегодня чуть-чуть подальше прошли. Здесь такие фруктовые лавки, обжорные ряды типа того. Но цены здесь дорогие. Клубника 150 бат. Какие-то еще фрукты. Это надо покупать подальше от центра. А мне кажется, везде одинаковые цены вообще. Ну, здесь в центре точно вот все одинаково. А мы же на рынке покупали по дешевке все. Ну там был килограмм 40 бат, а здесь лоточек 100 бат, но там было 3 несколько. штучки? 5 манго. 5? 5. Ну они такие небольшие были. А там мы с тобой на рынке купили 2 манго за 30
4 бата. Короче, непонятно, где выгода. Нигде, наверное, значит. Да мне кажется, Для одинаково. туристов примерно одинаковая везде цена. В общем, сегодняшний вечер у нас проходит следующим образом. Мы хотели поехать в храм. Храм истины, или как он называется. Но у нас немножко все пошло не по плану. Мы забрели в какой-то отель, заблудились. И теперь мы ищем выход. Да, никак не найдем выход из этого храма. Что-то все заблокировано. Храм уже закрылся давно. Мы в каких-то подворотнях сначала ходили. Перед территорию отеля вышли. Нас охранник хотел было остановить, а потом передумал почему-то. Ой, Мы слишком уверенно выглядели. Да, мы вышли к морю какому-то. Но сейчас мы на территории какого-то супермажорного отеля с пальмами и... Это там впереди море уже, да? Море или бассейн? Наверное, и то, мне кажется. Так, мы вышли по берегу. Скитание девчонок лис. Мы весь... Почему у тебя постоянно открыт рюкзак сзади? Опять открыт. Забываешь закрыть его, наверное. Уже все, конец, все забыл. Сейчас последние деньги улетучатся. Посмотрим, что здесь за цены. 352, 260, 480. Дорогой ресторанчик. Так, ну к морю мы вышли. Получается, по карте храм истины должен быть где-то там, впереди. Но похоже, что мы туда не пройдем. Да, наверное, так все перекрыто. Сейчас посмотрим. Опять девчонки лис идут в ночи. Полная луна освещает нам путь. Храм уже давным-давно закрылся. Перед нами стена. Мы на самом деле прошли поворот на этот храм. Вот я даже не заметила, где он там был. Идем уже указатель В обратную в обратную сторону. сторону идти. нести. Мы решили в обратную не идти, а Напролом. на пролом. Ну вот если мы здесь... А, слушай, может там лестница есть? Давай посмотрим. Или нет? Или у меня уже оптическая иллюзия? Зато такое ночное море. Ничего не видно, потому что iPhone плохо снимает в темноте. Нет, лестницы там нет. Но мы нашли залаз сюда. Сюда можно было бы подняться, но здесь вот такая вот стена перед нами еще. Если бы мы были в зоне, мы бы уже давным-давно прошли туда. Никакая стена нас бы не остановила. Что там открывать? Тут написано, видишь, посторонним вход запрещен. Что нас штрафанут? Ну, штрафануть могут, да. Но мы все равно на территории этого отеля. Нам надо через стену как-то перебраться. Ну, здесь вот только вот туда, и все. Ну, по-другому никак. Только в дыру лезть вот в эту. Мы вот здесь. Нелегальное проникновение на территорию отеля. Так, давай по траве пойдем. Давай по траве пойдем. Здесь стена еще выше. А или ты хотела туда? Здесь какая-то приватная вилла. Мне кажется, да. Вот он, там чуваки живут, богатеи.
Ладно, это мы сейчас поднимемся прямо к ним в гости. Так там живут, мне кажется. Там горит свет, нет? Такой. Ну, мне кажется, в номере горит. Здесь у них вот эта красивая беседка, мне нравится. Это частная вилла, стопудово. Видишь, частный лежак, и это вот только для приватов. А мы сюда заперлись. В общем, храм судьбы сказал, что нам не судьба в него попасть. Не сложилось. Надо было раньше идти, конечно. Ну, сказал, что он так Я работает. думала, что он просто стоит себе на берегу, и его подсвечивают, и можно подойти и сфоткаться. Я не думала, что Может здесь быть, и такие. можно подойти и сфоткаться, только мы не там пошли. Ну, отельчик здесь хороший. Мы потом посмотрим на букинге, сколько здесь номера стоят. Заблудились в мажорном отеле. Гуляем здесь, как у себя дома. Сейчас еще закроют комендантский час. И останемся мы здесь ночевать на коврике. Утро. Нашли выход, ура! Выбрались. Не, мне не нравятся такие отели большие, высокие, Ну, он как раскоряка, здесь целый отельный комплекс. популярном этажей. Тук-тука уже нету. Тут у нас отельчик 2 этажа, зеленая территория, бассейн, все отлично. Ну и он ближе ко всякой инфраструктуре. Здесь какие-то трущобы. Трущобы, как я не знаю. И куда тут идти? Выходишь из отеля и все. И попадаешь Трущобы. в дивный тайский мир. И тут. Не знаю, он один стоит, но он уже не едет никуда. Мне кажется, не по требованию должны. По требованию левых девок не из их отеля. В общем, охрана, друзья, здесь как и везде. Как и в зоне, как и на Байконуре. Здесь она еще хуже, проверена опытным путем. В любой отель заходи, что хочешь там делай. Можно в столовку сходить пожрать. Еды. Поэтому ловите лайфхак. На пляж можно пройти, на частную территорию, на виллу можно пройти. Так что все это. Только к храму почему-то нельзя пройти. Не, ну к храму можно было бы через стену перелезть. Это такой усиленная охрана. Понастроили стены. Трындец. Идем по трущобам каким-то тайским. Тук-тук, нет? Нет. Ничего здесь не ходит, ни тук-тук. Как люди добираются до центра? А ведь там отельчики не бедные. Ну такси, наверное, да. Там отель такой очень мажорный. Не, вообще, тут жить. Хорошо, что не сняли поблизости. Да, да. Тем более здесь были такие отели, более-менее. Приложений много было на букинге, но в этом плане очень повезло. Ну, это местные, наверное. Вообще. А какой-то светофор, смотри, единственный, мигающий на всю улицу. Может, там железная дорога? Наверное, я не знаю. Давайте я вам покажу сегодня обзор нашего пляжа. Проход к нему. Ну, вообще здесь много проходов, пляж довольно длинный. На всей береговой линии вот такие вот огромные то ли отели, то ли кондоминиумы установлены. И вот через них какие-то пропускают, какие-то закрывают свою территорию. Вот через этот можно пройти. Здесь и бары, рестораны, бассейны и прочее. Вот так он выглядит. Здесь такая башня огромная, черная.
Ну и вот, собственно, попадаем с вами на море. Обстановка здесь для меня как в Одессе, например. Может быть, на Анапу похоже кому-то будет. Чисто городской пляж. Потому что в Паттайе в самой нормальных пляжей, природных, с красивой природой, пальмами и уединенных их нет. Поэтому здесь вот такая обстановка царит. Во всей линии пляжа установлены столики. И где-то вы можете сделать массаж, где-то просто взять лежак, где-то перекусить. Все здесь, вся инфраструктура к вашим услугам. Ну и вид портят вот эти понтоны, не понтоны, плавучие. Мы с вами пойдем вот туда, к тем горбатым зданиям, там камни, и там пляж чуть более красивый, чем здесь, и вода там почище, потому что здесь вода, конечно, такая зеленоватая. Все у нас море в какой-то дымке, спокойное. Ну и от отелей, которые находятся чуть подальше от первой линии, одних прямых выходов практически нет, поэтому все время вам приходится добираться какими-то околицами. Сегодня вообще как-то народу очень мало, мне кажется. Основной куда-то, видимо, уехал. Но у этих отельчиков на первой линии, конечно, очень красивая территория. Тут пальмочки. Все с видом на море, на Сиамский залив. Ну, кстати, здесь основная масса туристов. Здесь русские и китайцы. Ну и немножко разбавлено все это там остальными иностранцами. А так вот в этой части много русских, а там дальше на камнях много китайцев. Вот это прям пальмовая роща. Здесь, как видите, не пройти простому смертному, только если вы живете в таком классном отеле. Или что это? Может быть, это кондоминиум, не знаю. Тогда у вас будет такая территория с пальмами. Здесь все ходят, все как в Одессе. Продают кукурузы, ананасы, креветки, мороженое. Это атмосфера чисто вот такого отдыха. Кому это все нравится, пожалуйста. А мы, получается, вот там были, за теми деревьями, а потом туда, где мы там. Но все-таки отдых в Паттайе, мне кажется, как более считается бюджетным. Если у вас бюджет позволяет куда дальше ехать, там, Пхукет или какие-то острова, то там будет природа, будут пальмы, чистейшая водичка прозрачная. Ну а здесь вообще тоже неплохо, и можно найти местечко, где меньше людей, и тоже вполне нормально себе отдохнуть. Бюджетнее, чем в Паттайе, наверное, нигде не будет, потому что здесь есть терминал 21 с прекрасно дешевой столовой, навалом дешевого жилья. Так что, ну и, соответственно, народу тоже навалом. Вот здесь красивые такие пальмы на бережку. Пока сюда дойдешь, уже упреешь. Хочется быстрее погрузиться в водичку. Водичка здесь хорошей температуры. Когда входишь, немного прохладно, но потом привыкаешь и можно долго купаться. Здесь что-то типа небольшого рыбного рыночка. Они здесь ловят рыбу и сразу же ее продают. Там кальмары,
все вообще морепродукты можно здесь купить. Сегодня они что-то все зачехлились, видимо, у них выходной. И вот лодочки стоят. Но пока что никто в море не поплыл на рыбалку. Такие ракушки здесь идти очень неприятно. Там дальше получше чуть-чуть песочек. Ну, здесь, смотрите, водичка уже попрозрачнее, чем там. Не такая зеленая и мутная. И здесь такие камни красивые. Ну и, как вы можете видеть, любимая инстазона. Потому что сюда очень большой наплыв инстаграмщиц приходит фоткаться и снимать. Ну и видите, уже китайцы. Русские остались там, позади. А это китайский пляж. Так это все выглядит. Все для вас, для вашего отдыха. Кальмар сушеный. Столики хотите, заказывайте себе что-то поесть. Перекусывайте с видом на море. Вон там креветки несут. Здесь еще какая-то еда. Еды просто валом. Голодными здесь точно не останетесь. Вот эти вот мешки только с песком для укрепления берега, ну, выглядит вообще не очень красиво. И здесь на пляже совершенно нет урн, куда можно выкидывать мусор. Поэтому так порой встречается грязь, грязновато. А здесь вообще отлично в тени, с видом на море. Все прекрасно. Последний день на пляжу. Сегодня море кишмя кишит медузами. Плавать что-то особо уже не хочется. Уже все наплавались, наотдыхались. 10 дней вот так вот здесь, в Паттайе. Надо уже либо возвращаться, либо ехать в другое место. Здесь хорошо, оптимально, наверное, 2-3 дня. Все посмотреть можно успеть. И дальше. А как пляжный отдых, здесь такая себе водичка. Ну и хочется больше природы, а мы же все-таки в черте города. Ну что, пойдем водичку покажем.
Есть такие баржи на горизонте, наверное, рыболовные, что ли, с приплюснутыми какими-то крышами. Или это экскурсионные, или это эти парашютисты на них. Непонятно. Море сегодня такое спокойное. Здесь было бы вполне красиво, если бы не вот такие вот заборы, грязь. Острова Лан вообще не видно. Весь в тумане, да, скрылся. А мы тут на фоне каких-то грязных кустов пробираемся дальше. Это инстазона. Сюда все прут фоткаться. На камнях. Ну, Людмиле прям походный вариант с рюкзачком. Под пальмами красиво получается. Побольше бы пальм. Да, пальм тут вообще мало. Не хватает пальм. Паттайя. Они есть, но они все на частных территориях. На отелях и ресторанах. А нам, простым смертным, остаются вшивые, облезлые деревья и тенечек под ними. Пришли мы попробовать еще третий вариант Паттайя. Золотой орхидеи. Такой столовый ресторан. Вот так он называется. Недалеко от моря. Вот такая порция хорошая, большая, можно наесться. 175 бат, по-моему. 175? Мне кажется, да. Ну давайте, дегустация началась. 175? Сколько? Ну да, 170. 260 на 2. 150. 160. 160? Нет, 155. Ну ладно, мы посчитаем потом. Ну мне вот не нравится, что они сюда яйцо пихают. Вот там на острове без яйца было. Лапша без яйца. На острове самый вкусный был, да, получается? Сейчас вот этот попробуем. У меня такой же, только еще плюс кальмар. У меня сифуд, а у Людмилы просто с креветкой. Яйцо я могу и дома поесть. Так. Давай-ка разворошим, посмотрим, что это. Ну, креветок нормально положили. 1, 2, 3. И они уже очищенные, без хвостов. 6, 7. Ну, что тут еще? Лучок есть. Потом вот эти вот бобовые. А вот это вот, я не знаю, сыр что-то или что это такое? Желтенькое вот это. Ну, наверное, типа тофу. Что-то мягкое такое. Ну и что тут еще? А, ну вот эти вот креветочки. Или что это такое? Как Совсем мелкие, сушеные. это? Сушеные. Ну, это такая местная кухня. Ну, здесь, конечно, повкуснее, чем в столовой. Но на острове пока на первом месте. Рейтинг Паттайев. В общем, это на второе ставим, да? Ну, можно на второй поставить. Да. Вот яйца не было бы. Я не люблю, когда вот так вот каша какая-то жиженая получается. Ну все, в золотой орхидее. На 4, да? Ну, 4, да, наверное, пойдет. Все, 4 балла ставим.
Все, друзья, последний раз искупались. Прощаемся с морем, с Да. солнцем, монеточки. Вот Пришли хотим. вот бросить монеточку, чтобы когда-нибудь еще вернуться. Идем кидать монеточку на этих камнях. Пляж у нас тут каменистый. Ну, давайте, Светлана, Ну все, вы первая. мы надеемся, что встретимся еще с Тайским морем, Таиландом, но уже не в Паттайе, а где-нибудь в другом. Да. Монетки есть. Ну, я сейчас кину. Пока-пока, Сиамский залив. Какой красивый закат. Ну все, мы на автовокзале, ждем автобус до аэропорта. Тут такая вот красота. А здесь уже стоит наш автобус. Небольшой автовокзал. С той стороны стоят тук-туки. Там. Короче, не заблудимся. Не заблудиться невозможно. Вот здесь кассы, где надо покупать билетики. За сутки надо покупать, потом, когда приезжаете, зачекиниться. И все. Такое расписание. Паттайя, Бангкок. Бангкок. Паттайя.